Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поработаем с референсами, добавим их в программу FontLab, а для этого нам понадобится слой маска, куда мы сможем их поместить. Я думаю, нетрудно догадаться, что буква H, она достаточно симметричная, то есть вертикаль справа и слева должны быть одинакового размера. Если мы выделим верхние узлы наших вертикалей, то увидим замер и, скажем так, ширину этих объектов. Левая вертикаль у нас имеет ширину 91 юнит, а правая 92. Нам бы в идеале их, конечно же, уравнять, но в любом случае нам сейчас все равно это нужно будет переделать. Почему? Потому что мы с вами рисуем жирные начертания, а жирные начертания выглядят не так, достаточно тонкое и обычное начертание. Поэтому мы откроем с вами скан оригинальной журнальной рубленой жирное начертание и присмотримся к рисунку этой буквы. То есть в целом очень-очень даже хорошо видно, что здесь контуры достаточно жирные, а у нас с вами они достаточно тоненькие. Нам нужно сделать так, чтобы она была похожа на тот проект, над которым мы сейчас работаем. Поэтому нам нужно скопировать этот образец в наш проект и уже повторить его непосредственно в FontLab. Обычно при работе с референсами я использую программу Fast Image Viewer, потому что она, во-первых, легкая, она очень быстрая и она бесплатная. Я открываю в ней референсы и через инструменты и режим кадрирования могу скопировать отсюда вот эту букву. Нажимая на режим кадрирования, появляется окошко дополнительное, в нем увеличивает ту часть, которая мне нужна, и выделяю ее мышкой. Теперь я могу нажать Ctrl-C, и она у нас скопируется в буфер обмена. Теперь я могу ее вставить непосредственно в FontLab. Для того, чтобы вставить в FontLab образец журнальной рубленой, который мы сейчас с вами скопировали, нам нужно создать отдельный слой маска, потому что сюда вставлять нам не нужно, это будет нам мешать работать над этим контуром, а куда-то вставить это дело нам нужно. Что для этого нужно сделать? Нужно нажать Tools, маска и Edit Mask. Появится новый слой. Можно еще также нажать Ctrl-H комбинацию, и результат будет точно такой же. Нажимаю, появляется новый слой. Как видите, все окрасилось в синий цвет, а на панели слоев у нас появился новый слой, который имеет такое же название, как и оригинальный, над которым мы работали, но он окрашен в синий цвет. Это говорит нам о том, что это технический слой. Это не начертание шрифта, это просто дополнительная ячейка, дополнительный артборд, как в фотошопе, куда мы можем складывать весь мусор, весь хлам, который не повлияет на наш непосредственно оригинальный шрифт. Если мы нажмем на вот эти три точки, если вдруг они у вас были отключены, у нас появится подменю настроек каждого из этих слоев. Здесь мы видим, что слой называется маска, здесь можно настроить различные параметры смарт-объектов, автолееров и прочие всякие настройки вариативности. Сейчас нас пока это не интересует. В общем, в таком виде пускай все пока остается. Важно отметить, что слой маска относится к родительскому слою только в том случае, если у них совпадают названия. То есть здесь мы видим, что этот слой дублирует название родительского слоя, и вот здесь вот такая вот пунктирная иконочка. Если вдруг мы переименуем этот слой, ну, например, мы потом будем рисовать болт, и я могу просто написать здесь болт. FontLab спросит, что сделать? Переименовать этот слой только внутри этого глифа буквы H или во всех существующих. Я выбираю только внутри этого, и в целом ничего не поменялось, все точно такое же, но теперь у нас имена не совпадают, поэтому все манипуляции, которые я буду делать над этой маской, они никак не будут относиться к слою Regular. Я не смогу его увидеть на фоне там или еще что-то, поэтому названия очень важны. Названия слоев, они играют очень большую роль. В общем, я сейчас возвращаю все обратно, могу просто удалить и оставить слово mask, потому что у нас всего лишь один слой основной. Но если их будет несколько, может быть путаница. Поэтому я сразу пропишу Regular в текущем глифе, и все вернулось как было. То есть теперь маска это относится и прикреплена к родительскому слою Regular. Итак, вставляем наш образец, который мы скопировали, в слой маску, чтобы мы смогли его уже использовать для работы над основным контуром. Я нажимаю Ctrl-V, и вставляется у нас эта буква не случайным образом. Она вставляется по высоте ровно от высоты прописных букв до базовой линии. И высота у них в данном случае равняется 700 UPM. Что это такое, я сейчас чуть позже вам расскажу. Вот в таком маленьком виде нам она не подходит, нас она не устраивает. Поэтому я ее растяну. Кликаю два раза на эту картинку, немножко отдаляюсь с зажатым Alt и навожу курсор на одну из этих точек. Зажимаю Shift и растягиваю. Если отпущу Shift, видите, она растягивается неравномерно. Зажимая Shift, она у нас растягивается равномерно. Подтянул вверх, чтобы граница рисунка буквы H совпадала с высотой
прописных и делаю то же самое снизу. Она у нас немножко растянулась, поэтому я ее так подвину. И вот так она по высоте у нас равняется 700 UPM, как непосредственно сам шрифт, над которым мы работаем. Иногда бывает удобно хранить референс не только в текущем глифе, который мы рисуем, но и во всех буквах сразу. Для этого существует глобальная маска. Чтобы добавить картинку в глобальную маску, нам нужно перейти по этому пути, Tools, маска, и копировать не в маску, тогда создастся отдельный слой на панели Layers and Masters, а скопировать в глобальную маску. Нажимаем, и в целом вроде бы ничего толком не произошло. Все точно так же. Но если теперь я открою какой-нибудь другой глиф, то на фоне я увижу ту самую маску, которую мы добавили в букву B. Вот, например, я открываю букву C, и здесь на фоне я вижу рисунок буквы B. Конкретно здесь это мне никак не пригодится, но тем не менее, возможность у нас такая есть. Поэтому, если она вам мешает, ее можно удалить. Для этого нам нужно перейти в тот же пункт, только выбрать удаление глобальной маски, то есть полностью ее очистить. Нажимаю, и она пропадает. Теперь, если я открываю какой-нибудь глиф, то здесь, разумеется, ее не видно. Но если вам нужно ее временно отключить, но не удалять, потому что, допустим, я рисую какую-нибудь букву D, и она мне здесь мешается, но удалять я ее не хочу, я ее идеально настроил, она находится именно там, где нужно. Я могу ее временно отключить. Для этого мне нужно перейти в пункт View, слои и глифы, и вот здесь снять галочку с пункта глобальная маска. Теперь я ее не удалил, но я ее не вижу. Разумеется, по такому же принципу я могу добавить в глобальную маску не только картинку, но и векторный рисунок. Поэтому если я на текущем слое выберу скопировать глобальную маску, то произойдет то же самое. Я скопировал ее в глобальную маску, теперь я ее могу удалить, и на фоне я вижу рисунок, именно контур нашей векторной маски. И теперь, когда я открою любой глиф, я могу увидеть на фоне векторную маску. И, допустим, если я вдруг нарисую какой-нибудь объект, вот сейчас я его просто случайно вот так вот создам, векторный, тут, в принципе, особо ничего не происходит, какого-то глобального такого изменения нет. Но если я сейчас закрою эту фигуру или просто возьму какой-нибудь векторный контур и начну его вот так вот вводить, мы увидим, что он у нас начинает прилипать к этому векторному контуру, включая углы, которые находятся на векторной фигуре на фоне. В принципе, это удобно. Так я могу восстановить эту фигуру, не очень сильно затруждаясь. Если у вас этого не происходит, вам нужно включить прилипание к векторной маске, ну точнее глобальной маске, которая у нас есть на фоне. Для этого нужно перейти в пункт View, во вкладке Snap выбрать прилипание, скажем так, тех координат, которые мы по этому полю вводим с узлами к маске, которая может быть у вас в обычном слое в текущем глифе, так и глобальной маске. Но тут же мы с вами выбираем, что все вот эти перемещения имеют свойство прилипания к сетке, к направляющим, хинтам и так далее. У меня обычно это отключено, потому что это не очень удобно. Но в целом, если у вас включена сетка, можно поставить здесь этот чекбокс, и тогда у вас все будет прилипать и к глобальной сетке, и к глобальной маске, и к просто какой-то сетке или слою на фоне. В общем, вот это у нас отвечает за то, чтобы это прилипало, вот, например, outline, это, судя по всему, контур на фоне, который мы используем как референс. И тут, соответственно, у вас может быть вопрос, а в чем вообще польза глобальной маски, если она отображается во всех других глифах? А в этом-то и вся ее и польза. Если мы, например, рисуем какой-нибудь пиксельный шрифт, и нам нужно восстанавливать и повторять каждый раз все эти блоки или какие-то необычные элементы, или, например, мы там используем какую-то систему разметки нашего шрифта. Допустим, мы сетку отключили, но при этом нам нужно иметь какие-то ориентиры. Мы здесь эту сетку в рамках текущего глифа, но при этом во всех других глифах можем задать на фон, и чтобы у нас вот здесь не копились в каждом глифе куча одинаковых слоев с маской, мы можем добавить это все в маску глобальную, и тогда оно, во-первых, будет прилипать, во-вторых, оно будет показывать нам, где что находится, и, в общем, это сократит нашу работу и в целом ускорит процесс создания нужного рисунка.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Braille и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.